Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом двухсерийном видео займемся окрашиванием металлов химическим способом. В первой части будем чернить медь. Что для этого нужно и как это сделать, сейчас разберем подробно. Итак, понадобятся некие химикаты. Так вот расставим вот таким образом, да. Ну, название каждому будет дано по ходу пьесы, так сказать. А вот отдельно нужно поговорить о правильности хранения этих химикатов. Сейчас это немножко сюда назад. И вот таким образом. Химикаты правильно хранить в стеклянной таре коричневого цвета с плотно закрывающейся пробкой. В темном месте, естественно. Вот сделать такую этикетку самостоятельно, где есть название химиката, химическая формула, и должно быть вот такое угрожающее, предупреждающее слово, как то яд. Хранить химию необходимо под замком, чтобы ограничить доступ третьих лиц. При покупке в описании химиката должна присутствовать вот такая вот аббревиатура из 3 букв ЧДА. Расшифровывается как чистый для анализа. То есть чистота такого химиката позволяет получить предсказуемый результат. В данном же случае для съемки эти химикаты были пересыпаны в более мелкие флаконы для удобства работы с ними в кадре. После видео, которое мы снимем, они займут каждое свое место, так сказать, место хранения, скажем так. Дальше, естественно, вода. Ну, куда ж без нее. Воду необходимо применять отстоянную, кипяченую. А лучше всего, конечно же, дистиллированную. По той же причине. Если взять воду из-под крана, то в этой самой воде может быть наличие каких-то химикатов, которые в теории могут ухудшить конечный результат. Следующее. Вот такая вот стеклянная посуда. Такая вот звенящая. Так, как вам так, чтобы было видно хорошо, да? Ну, это лабораторная. Или вот кухонная, например, тоже подойдет. Металлическую посуду использовать нельзя по той же причине. Химикат может вступить в реакцию с металлом, и что-то пойдет не так, скорее всего. Опять же, в теории. Пластиковая посуда. Ну, если вы химик по образованию и точно знаете, что химикат не вступит в реакцию с пластиком посуды, которую вы выбрали, то тогда можно. Но самое надежное это все-таки стекло. Кстати, вот палочка тоже стеклянная для перемешивания. Вот она. Далее. Чего у нас еще будет далее? Ну, такое, по мелочи. Шприц, как дозатор. Очень удобно. Кисточка искусственного происхождения, таким тонким ворсом средней жесткости. Разного рода напальчники, вернее, просто напальчники, да. Ну, кому удобно напальчники, кому удобно перчатки, тоже можно. Масло льняное. Вот французского производителя Le Franc. Пригодится. Резинка для стирания карандаша. Тоже нужна. Ну и такой более уже основной инструмент пойдет сейчас. Нет, ну, разного рода ветошь, там, салфеточки, бумажечки тоже пригодятся. Пинцеты. Ну, для удобства работы, конечно же. И вот есть уже такой неоднократный герой наших видео. Пинцет со специальным покрытием, которое не боится кислотно-щелочных растворов. В данном случае оно черное. Мало того, это покрытие изолирует сталь от соприкосновения с химикатом. Мало того, один процесс без этого пинцета осуществить будет невозможно. Поэтому
наличие такого инструмента обязательно. Ну, придется приобрести, хотите вы того или нет, а все-таки придется. Так, ну и, конечно же, главное действующее лицо – это весы ювелирные. Одна сторона упаковки, вот другая сторона упаковки. Сейчас мы извлечем. Вот так. Еще раз извлечем. Извлекайся. Извлекается. А, хорошо. Развернем. Это не нужно. Это не нужно. Так они выглядят. С обратной стороны. Здесь батарейки находятся. Типа размер 3 буквы А. 2 штуки. Открываем крышечку. Здесь у нас поддон пластиковый. Площадка непосредственно для взвешивания. Табло, назовем его так. И органы управления. Первая кнопочка – это включить-выключить. Вот сейчас оно. По нулям. Вторая кнопка – это кнопка калибровки. Данные весы взвешивают максимум 100 грамм. И если у вас есть эталонная 100-граммовая гиря, то, конечно же, нужно иногда ее сюда поставить, нажать кнопочку, и весы калибруются самостоятельно. Следующее. Тара. Просто продемонстрирую. Положили. Показала нам вес. Нажимаем, и все обнулилось. Очень удобно. Ну и последняя кнопка – это единицы измерения. То есть граммы, караты, там чего-то еще есть. Нас интересуют граммы. Точность этих весов до 1,01 грамма. Это достаточно прилично и очень даже неплохо с ними работать. Единственный момент. Не должно быть перекосов. Вот. Малейший перекос, и идет погрешность. Вот она. Вот у меня в данном случае бумага, она имеет небольшую волну. Поэтому, чтобы избежать этих перекосов, имеется вот такая плита. Медная. Так поставить. Вот теперь они стоят жестко. Если же у вас поверхность стола твердая, скажем так, ну не бумага, да, пластик, что-то еще, то такой плиты вам и не нужно по большому счету. Но в моем случае вот такая вот конструкция. Ну, вроде ничего не забыл показать, рассказать из того, что понадобится. Дальше можем приступить к составлению раствора для чернения меди. Начнем с воды. Вот такая емкость. Нам ее хватит. Воды нам понадобится 10 грамм. Ну, понятное дело, что миллилитры это практически граммы. Но все-таки лучше всего, на мой взгляд, все пропустить через весы. Итак, шприц, как дозатор, уже говорилось. Берем воду. Есть. Включаем весы. Сейчас они подумают немножко. И ставим сюда наш пузыречек. Обнулили. И наливаем 10 грамм. Поехали. Точно должно быть все у нас. 0,06 чуть больше. Ничего страшного не будет. Есть такое дело. Следующий ингредиент. 0 обязательно. Это у нас едкий натр. Вот такой вот химикат. Имеет вид шариков мелких разного диаметра. Вот такой не совсем правильной формы, скажем так. Его нам понадобится 2 грамма. Возьмем такую бумажечку. Ну, чтобы химикат не соприкасался с нашим пластиковым поддоном, побережем его, так сказать. На 0. Ну, тихо. 2,02. Мы люди щедрые, да? Немножко пересыпали, но 0,02 я не думаю, что будет какая-то проблема. Дальше. Очень важная информация, граждане зрители. Потому что, кстати, обратите внимание, что этот самый едкий натр, когда с воздухом соприкасается, он начинает поблескивать, так, лосниться. И шарики могут прилипать друг к другу. Но это у него такая особенность.
При попадании едкого натра в воду происходит химическая реакция с бурным выделением температуры. И если вот эти 2 грамма засыпать сейчас одновременно в 10 грамм воды, то жидкость, а соответственно и флакон, могут разогреться до такой температуры, что это самое стекло просто-напросто треснет. Естественно, произойдет разлив этого едкого натра, ну бумагу он точно испортит, он может испортить некоторые виды тканей, которые на вас одеты, вот, допустим. Ну и можно порезаться, можно обжечься. Посему добавлять едкий натр в воду необходимо мелкими порциями. Что мы сейчас и сделаем. Засыпаем этот самый едкий натр. Вот так вот, я думаю, будет хватит пока что, да? Перемешиваем. Так вам видно? Хорошо. Ждем, когда растворится. Опять же, стеклянная палочка нам здесь очень даже пригодится. Растворили. Обратите внимание, как он стал лосниться. Надеюсь, вам видно. И прилипать друг к другу шарики стали. Постепенно дальше. Вот они слипаются. Видно вам, да? Хорошо. О, нагрелась. Нагрелась. Градусов. Ну, 35 будет. Посмотрите, аж запотело. Видите? Флакон разогрелся примерно до 40 градусов. Обратите внимание на салфетку. По чуть-чуть. Температура растет. Протрем. Да. Ну и последняя партия, так сказать, начинает печь понемножку. Все. Есть. Ну вот градусов 60-65 здесь есть точно. С растворением едкого натра мы закончили. Ну, уже неплохо. Следующий ингредиент. Это в сторону немножечко. Вернемся, да, вот так. Калий надсернокислый. Еще одно название он имеет. Персульфат калия. В виде таких мелких кристалликов, как вы видите, белого цвета. Его нам понадобится 0,6 грамма. Положили сюда. Поехали. 5,4, 5,5, 5,8, 9. Ну, не довесим 1/100. Ну, подумаешь, ничего страшного тоже не будет. Я в этом уверен. Чтоб не рассыпать. По чуть-чуть. Такой звук интересный. Наверное, слышно вам, да? И перемешаем. Как вы видите, он стал мутным. Раствор имеется в виду. Давай, растворяйся. Ну, вроде как все. Так, есть. Растворили. Протираем. Обязательно. По факту раствор для чернения меди готов. Но мы поставим его немножко отдохнуть, скажем так, в сторону. Потому что нам придется заняться, так, весы тоже закроем, пока тоже в сторону. Нам придется заняться подготовкой наших изделий, так сказать, для чернения. А что у нас, собственно, в наличии-то есть, да? Ну, в наличии у нас будет вот такой вот пруток медный. Вот такая вот пластина медная. Попробуем, ну тут уже на оправке, попробуем вот такую медную, скажем так, имитацию пружины. Видно вам, да? Ну, естественно, будем травить без оправки. И, конечно же, у нас есть вот такая замечательная, симпатичная цепь медная. Для того, чтобы начать процесс, нам необходимо подготовить эти изделия в плане очистки. Потому что, наверняка вы видите, что здесь есть некая пленка оксидная. То есть изделия у нас потемнели. Как это сделать? Очень просто. Обыкновенный, ну в данном случае, когда случай не критический, можно обойтись вот такой вот резинкой для стирания карандаша. Единственное, что прикасаться
Пальцами к изделиям ни в коем случае нельзя открытыми, потому что вот здесь есть, ну, скажем так, жировые отложения, влага. Если это попадет на поверхность, то будет препятствовать химическому процессу. Вот таким простым способом. Взяли и начинаем тереть. Вы сразу видите, что заблестела наша медь. Без особых каких-то усилий в данном случае. Но это сделать нужно обязательно. Постепенно, вот так вот слегка очистим поверхность. Есть такое дело. Это готово. Это в сторону. Теперь пластина. Давай повернем. Теперь перевернем. Давай. Угу. И с другой стороны почистим. Вроде есть. Хорошо. Вот, конечно, с этой тонкой самой будет посложнее. А давайте оставим ее нечищенной. Вот просто попробуем, что будет. Вот ради интереса. Ну и цепь. Ну, цепь, конечно, придется, резинкой не получится, потому что мы не доберемся во внутренний диаметр. Поэтому будем применять вот такую вот кисть. Не металлическую. Капрон, чи что это. И вот таким вот образом вот начинает она блестеть. Постепенно и зачистим ее. Нужно перевернуть. Ага, перевернули. Перевернули? Вроде перевернули. Нет, давайте вот таким образом. Поменяем сторону. И еще раз. Думаю, что хватит. И вот ради интереса, потому что поверхность проволоки, из которой сделано звено, ну уж больно гладкая такая, да. Попробуем немножко испортить и нанесем некую фактуру. Вот такой вот латунной щеткой. Вот такую часть возьмем, 1/3. И вот так вот в разные стороны ее помучаем. Просто для эксперимента, что получится ради интереса. То есть эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ага. Я понимаю, что вы скажете. Взял и испортил такую хорошую вещь, да? Но попробовать-то нужно потом в конце. Чего там, как, почему. Да? Вот так. Ну, хватит. Есть. В общей сложности все готово непосредственно к тому, чтобы начать процесс чернения. Дальше к этому и приступим. Наш раствор полностью готов. Он стал практически прозрачным. Тут есть небольшая нерастворенность. Но это ничего страшного. Так сказать, плохого ничего не будет. Итак, перельем его вот в такую емкость. Аккуратно. Наливаем. А вот осадочек небольшой оставим на дне. Да, почти что. Да? Хорошо. Ну, все, есть. Замечательно. Теперь займемся процессом погружения. Это тоже, кстати, не так просто, как кажется. Наш пинцет специальным покрытием. Да. Начнем с прутка. Как это нужно делать? Опустили, подняли, опустили, извлекли, опустили, извлекли. Для чего? Должно произойти смачивание поверхности раствором во избежание возникновения пузырьков воздуха на поверхности этого самого изделия. Потому что если пузырьки воздуха будут мелкие вот присутствовать, они, естественно, воспрепятствуют химическому процессу. Дальше что у нас? Пластина. Та же самая история. Вот таким образом. И опустили туда. Хай лежит. Теперь цепь. Та же история. Вот так вот. Таким вот образом.
Так, есть, есть, есть. Хорошо. Ну и наша, так сказать, пружинка, которая, кстати, не очищена, да? Так, это нужно протереть. Одну секундочку. Возьмем с этой стороны, так вам видно, да, в руку, и просто ее туда булькнем, да. Давай. Есть такое дело. Во, вот если, наверное, вам не видно, да, пузырек появился. Все, вот теперь, когда мы немножко его поколопуцали там, да, пузырек ушел. Ну, вот так вот это все выглядит. Процесс будет длиться приблизительно около 1 часа. За это, в течение этого времени необходимо обеспечивать циркуляцию раствора там, через каждые минут 10. Ну, то есть, либо просто помешиванием, либо вот таким вот там, перекладыванием, перемещением этих самых деталей. Опять же, чтобы не появились пузырьки воздуха, они могут в процессе появиться. Ну и чтобы освежалась, так сказать, поверхность, которая смачивается данным раствором. Необходимо, чтобы это было под наблюдением, потому что час это приблизительно, потому что передержать ни в коем случае нельзя. Если передержать, то эта оксидная пленка, которая образуется при химической реакции, может отваливаться или осыпаться. Поэтому нужно следить. Но приблизительно через минут 45 нужно посмотреть на результат. Итак, накрываем. Ну вот так, чтобы было красиво. А для вас, как говорится, время пролетит незаметно. Процесс длился 2 часа. Ну, тут я немножко ошибся. Давайте посмотрим, во что это все у нас превратилось. Да. Вот таким вот образом. Раствор, кстати, поменял свой цвет, стал таким грязно-синим или грязно-голубоватым, скажем так. Но нужно говорить, а когда же этот процесс заканчивать? Ну, как только вы увидели, что получился глубокий черный цвет, и нет никаких проплешин там, да, никакого свечения металла из-под оксидной пленки, то процесс можно завершать. Собственно, что мы сейчас и сделаем. Вот такой вот черный у нас получается наш стерженек медный. Сейчас, одну секундочку. Возьмем салфеточку. Новенькую. Нам... Так, это здесь вам видно, да? И вода, естественно. И будем погружать сразу в воду для промывки. Останавливаем реакцию. Ну, давай, извлекайся. Цепь вот такая. Тоже в воду. И вот эта вот пружиночка. Так, возьмем. Аккуратно взяли и в воду. Пинцет тоже желательно промыть. Вроде все получилось. Аккуратненько промоем. Нет, давайте по-другому. Так вам видно, да? Такими вот движениями. Погрузили, изъяли, погрузили, изъяли. Так, на салфеточку для просушки. Раз. Цепочка наша. Я думаю, что все будет в порядке. Так, где там наша пластина? Иди сюда. На салфетку и пружиночку нашу. Есть. Да? Хорошо. Теперь, ну, пружинку мы все-таки уберем отсюда, потому что если я прижму, пока давайте так поставим, положим, поставим, положим. Так вот прижать. Ну, что у нас там? Впитало? Впитало. Ага. Очень неплохо. По-моему, очень неплохо получилось. Да, есть. Ну, можно поменять пинцет, взять обыкновенно уже. Ну, даже такая вот, есть такой налет бархатистый. Но его, конечно, нужно снять. Здесь у нас тоже присутствует. Ага, вот поцарапал, видите, во время манипуляции. Ну, ничего, бывает. Осторожнее нужно, осторожнее. Цепь. Угу.
Тоже хороший цвет имеет. Не совсем, конечно, просохло еще, просушилось, но ничего. И пружинка, иди сюда. Ну, тоже хороший черный цвет. Возьмем нашу кисточку и почистим слегка. Вот этот вот налет нужно убрать, он смотрится плохо. О, вот так вот, аккуратно. Ну, неплохо. Неплохо, на мой взгляд. Потрем резиночкой, что получится. Ага, ну сразу блеск появляется уже такой заметный. Ага, тут переусердствовали, потому что немножко стерли. Так делать не нужно, но в любом случае аккуратно. Но это на торце получилось, на ребре получилось, да. Ну вот так он может выглядеть. Или давайте потрем чуть больше его. Ну, оставим таким вот образом. Ну, вот так, пожалуй, хватит. Угу. Хорошо. Ну, что удивительно, она не чищена была, если вы помните, да, и вроде все получилось. Ну, нормально. Хорошо. Ну, все-таки лучше перед чернением зачищать обязательно. Это для эксперимента, но может и не получиться в некоторых случаях. Есть. Давайте оставим ее на оправке. Ну, вот так это выглядит. Такая красивая получилась корабельная цепь у нас, да? Рекомендуется покрывать все это дело льняным маслом, тонким слоем. Ну, собственно, мы сейчас это и сделаем. Итак, фирма Лефранк, как было сказано ранее. Давайте откроем. Вот так вот нанесем это самое льняное масло. Перевернем. Ну, ничего, руки-то не особо испачкаются. Это льняное масло. Вот таким вот образом. Тонким слоем. Теперь необходимо протереть. Сейчас закроем. Ценная вещь, да. Необходимо протереть. Ага, что она впитывает, что ли? Да, ну не может быть. Давайте еще раз немножечко нанесем здесь чуть. Ага, есть. Необходимо протереть это насухо. То есть возьмем и вот таким образом прокатаем. А, не прокатаем, да? Вот, значит, таким образом. А нет, прокатаем. Почему бы нет? В чем суть? А суть заключается в том, что как бы мы ни старались протереть насухо, все равно тончайший слой льняного масла останется на поверхности. И этот тончайший слой после полимеризации, а нужно оставить на пару дней, 3, а лучше 5 дней, чтобы он хорошо просох, будет служить дополнительной защитой. Так рекомендуется сделать. Ну, по собственному опыту могу сказать, что не покрывал я подобные изделия льняным маслом. Они долгое время стоят, служат и, как говорится, не меняют свои характеристики и тому подобное. Но так рекомендуют. Если вы хотите, можете поступить точно так же, покрыть маслом. Не хотите, ну, не покрывайте маслом. Но заявить об этом было нужно для, так сказать, расширения кругозора. В общей сложности вот такой процесс у нас получился. С медью мы разобрались. Дальше будем экспериментировать с латунью.